Абстрактное искусство появилось намного раньше, чем многие думают. Даже на поверхностях древнейших артефактов находят абстрактные орнаменты. Сегодняшняя игра посвящена абстрактному направлению в живописи – абстракционизму, который зародился в начале 20 века. По сюжету этой дуэльной игры вы играете за учеников художественной академии, борясь за оценки от преподавателей, но из-за жесткой экономии вы и ваш соперник будете рисовать свои шедевры, деля один и тот же холст. Есть еще один вариант, когда картину будут одновременно рисовать сразу 4 игрока. Ну что ж, давайте разбираться, как работает игра Академия Абстракта. Как я уже сказал, игра имеет два режима – дуэль или вчетвером. Мы будем рассматривать сегодня в первую очередь дуэльный вариант. Подготовка к игре максимально простая. Игроки садятся друг напротив друга, вы перемешиваете отдельно все колоды. Это колода холста, колоду преподавателя, колоду вдохновения и 3 колоды заданий – синюю, желтую и красную. Каждый игрок берет в руки 3 карты холста и карту памятку. Игрок, последним посещавший мастер-класс, забирает себе карту любимчика учителя, и вы готовы играть в игру Академия Абстракта. В игре вы боретесь за победные очки, которые символизируют то, насколько вы популярны среди учеников и преподавателей. Очки приносят карты вдохновения, карты заданий и карты преподавателя. Игра длится 3 раунда, и каждый раунд вы будете бороться за разный набор карт. В первом раунде открывается по одной карте каждого цвета. Во втором 2 карты преподавателей, а в третьем 1 карта преподавателей и 2 карты заданий на ваш выбор любого цвета. Кроме того, в начале каждого раунда оба игрока получают по 1 карте вдохновения. Все они, по сути, являются картами целей, которые каждый игрок должен стремиться выполнить. В свой ход игрок должен сделать 2 вещи. Добавить карту холста с руки в общий рисунок, а затем пополнить руку до 3 карт. Так по очереди игроки выкладывают карты до тех пор, пока не будет сформирована картина размером 4 на 4 карты. После этого начинается разбор, кто какую цель успешнее выполнил. Но перед этим важно объяснить, каким образом формируется холст. Выкладывать карту можно так, чтобы следующая карта примыкала к уже ранее выложенной. В начале партии непонятно, где холст начинается, а где кончается. Поэтому выложенные несколько карт на стол могут быть как верхом, так и низом картины. Но как только в одном из рядов становится 4 карты, вы не можете дальше увеличивать картину в ширину. Таким же образом, как только формируется какой-нибудь столбец из 4 карт, вы не можете увеличивать картину в высоту. Кроме того, как только в картине появляются 4 ряда, эти ряды делят картину на 4 важных зоны. Давайте я немножко тут еще добавлю. Ближайший к игроку ряд становится его личным рядом, и соперник не может размещать в него свои карты, за исключением тех случаев, когда ему просто больше некуда ничего разместить. Противоположный крайний ряд, соответственно, становится личным рядом соперника. Сама картина при этом делится пополам. Ну вот так я разделю, чтобы было понятнее. И когда в конце раунда вы будете смотреть, кто какую цель лучше выполнил, вы будете сравнивать вот эту половину с этой половиной. Эта половина будет вашей зоной очков, а эта половина зоной очков соперника. В этом заключается один из самых интересных моментов игры. Например, согласно цели, вы стремитесь нарисовать как можно больше красных зон. И у вас в руке есть карта, давайте посмотрим, вот карта, богатая на красный цвет. Но на столе всего, допустим, 2 карты, и где эта карта окажется на момент формирования картины, до определенного момента раунда непонятно. Давайте завершим картину. Например, игра закончилась у нас вот так. Когда картина закончена, вы начинаете выяснять, кто успешнее выполнил задание на картах целей. Карты вдохновения можно использовать в конце любого раунда, их можно даже копить, чтобы выполнить сразу 2 или 3 в конце 3-го раунда. Но они приносят всего по 2 очка каждая. Например, вот мне досталась
карта, которая называется фавизм. Мне нужно нарисовать Т-форму, то есть некую зону, состоящую из 3 плюс 2 квадранта одного цвета. Тогда я получу 2 очка. Но вот мне в данном раунде, я тут рандомно все клал, этого сделать не удалось. Ну ничего страшного, может быть, я выполню эту цель в следующем раунде. Каждая карта вообще разделена на 4 квадранта. Даже вот здесь, где у нас, казалось бы, одна большая вот такая красная зона, все равно есть 4 квадранта. 1, 2, 3, 4. Виднее это будет вот на этой карте. Здесь совершенно очевидно, видно, что 4 квадранта. Когда карты складываются в картину, квадранты одного цвета объединяются в цветовые области. Например, вот здесь у меня синяя область, здесь красная область, здесь желтая область. Это тоже область красного цвета. Карты заданий и карты преподавателей проверяются слева направо. Вот здесь мы выложили 3 карты цели, они должны проверяться слева направо. Ну, например, вот здесь называется задание на сегодня «Главный акцент». Наибольшее количество красных областей с 4 и более квадрантами дадут вам 3 очка. Здесь задание на сегодня темп и ритм. Наименьшее количество желтых областей тоже 3 очка. Почему важна последовательность проверки карт заданий? Дело в том, что в случае, если спор за выполнение цели закончился ничьей, то есть и мой соперник и я набрали одинаковое количество вот этих зон, квадрантов согласно цели, то тот игрок, у которого находится карта любимчика учителя, выигрывает спор, но отдает карту любимчика сопернику. Но если за следующую карту цели снова образовалась ничья, ситуация повторится наоборот, и владелец карты любимчика получит себе эту цель в качестве победных очков, а карта любимчика учителя вернется ко мне. Так эта карта может поменять владельца несколько раз за раунд. Она может пригодиться и в конце игры, когда по итогам 3-го раунда вы подсчитываете полученные очки за выполнение целей, и выигрывает тот, у кого больше очков. В случае ничьи выигрывает тот, кто забрал больше карт преподавателя. Если же ничья и в этом случае сохраняется, победу забирает текущий владелец карты любимчика. Давайте посмотрим, какие бывают цели на картах преподавателя. Самая хаотичная композиция. Здесь в книге правил есть пояснение, что значит самая сбалансированная композиция, самая хаотичная композиция. Здесь есть даже некий такой образовательный акцент. Абстрактная игра с названием «Академия абстракта» с картами, разделенными на 4 разноцветные части и целью считать цветные зоны. Все это, согласитесь, звучит пугающе скучно. Вот и я брался за освоение этой игры с большой долей скепсиса. Но по итогу первой же партии получил огромное удовольствие и от игры, и от того, как она оказалась совсем не такой скучной и поверхностной, как это показалось на первый взгляд. Борьба за цели, когда вы строите общую зону, которая вот-вот разделится на свою и чужую, стремление и сопернику навредить, и себя не обидеть, и что из этого важнее в текущей ситуации, сейчас разделить зону или рискнуть и подождать, отдать сопернику эту цель, но нацелиться на другую, параллельно преследуя свою собственную цель на карте вдохновения. Все это моменты в игре, которые доставляют массу удовольствия. Плюс-минус можно отслеживать карты, какого цвета уже выходили из игры, из колоды. И это, конечно, так себе стратегия, но тоже имеет право на жизнь. Механика с переходом карты любимчика преподавателя тоже понравилась. Просто элегантно решается проблема с ничейными ситуациями. И это тоже своего рода дополнительный уровень стратегии. Отдельно нужно похвалить оформление. Опять же, казалось бы, просто карточки, разделенные на 4 части, всего 3 цвета, красный, синий, желтый. Но все это выполнено в стиле мазков кисти масляными красками. Получается просто и красиво. Играть по-настоящему приятно. Есть даже небольшой образовательный момент, поскольку карты преподавателя имеют отсылки к известным личностям абстрактного искусства. Понятное дело, когда речь идет всего о 3 картах в руке, рандома в игре хватает. И это, пожалуй, единственная претензия. Если вы любите абстрактные игры, но не любите рандом, его тут, возможно, больше, чем вам может понравиться. Но справедливости ради нужно сказать, что, возможно, чисто механически игра настроена как раз на ваше умение нивелировать последствия случайностей с помощью умелого планирования и умения приспосабливаться и быть гибким. Есть, как я уже говорил, режим на 4,
там появляется больше хаоса, поскольку холст увеличивается до размеров 5 на 5, а игроки, сидящие на одном углу, делят 4 крайние карты друг с другом. То есть они становятся общими для них. В общем, игра оказалась своего рода открытием и приятным сюрпризом. Думаю, она может понравиться многим любителям недолгих, в меру сложных настольных филлеров. Обратите и вы на нее внимание. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.